Доброе утро. С зимой у вас. В землянке тепленько. — 20 градусов. Что, пора на рыбалку. Сейчас пью чай. Печь я топить не буду, в землянке тепло, чай в термосе горячий, а я отправляюсь открывать зимний сезон рыбалки на фидерную снасть. Для тех, кто рыбалкой не увлекается, фидерная снасть означает ловля с кормушкой. В переводе с английского фидер это и есть кормушка. Как ни странно, сегодня 1 декабря. С утра небольшой мороз, становления льда нет даже никакого намека. Я тепло оделся, переобул удобную обувь, потому что опасно идти по этому мостику. Если где-то подгнила дощечка или просто подскользнулся, оступился, можно травмироваться. Как вы понимаете, помощи здесь долго придется ждать. Поэтому максимально аккуратно. Я собрал себе удилище из тех снастей, которые у меня были. Не знаю, что из этого получилось. В общем, сейчас попробуем. Водичка идеально прозрачная. Летом рыбка ловилась здесь прямо под сижей. Можно было вот так в отвес бросать. И раки вот здесь сюда приползали. Ладно. По рыбацким приметам садок в воду опускать нельзя до первой пойманной рыбки. Поэтому будем соблюдать. Ну что, первый заброс и первый снег. В фидерной ловле, особенно на начальной стадии рыбалки, нужно делать частые перезабросы. Даже если вы не дождались поклевку, буквально через каждую минуту нужно выматывать снасть и отправлять новую порцию прикормки в точку лова. На первых забросах кормушку забиваем неплотно, для того, чтобы прикормка легко освобождалась из нее и плавающие частицы привлекали рыбу с дальних расстояний. Еще есть такое понятие, как клипсование. Для тех, кто не в курсе, что это означает, я сейчас объясню. На катушках есть вот такой вот крючочек, который используется для того, чтобы при забросе, когда вы находите перспективную дистанцию, на которой необычный рельеф, возможно, ракушка, на которой, как правило, кормится рыба, то при забросе вы цепляете шнур за эту так называемую клипсу, и при последующих забросах вы будете постоянно бросать на одну и ту же дистанцию, и ваши шансы в поимке рыбы намного увеличатся.
Я сделал порядка 20 забросов и тем самым немного закормил место ловли. Но поклевок пока не последовало. Рыбка, скорее всего, сейчас в основной своей массе стоит в русле, а до русла я докинуть не могу. Поэтому сейчас отойду на какое-то время и буду заниматься своими делами, а снасть оставлю заброшенной. И по приходу проверю наличие наживки на крючке. Если ее не будет или она будет повреждена рыбой, то я буду продолжать ловлю. А если опять все на месте, то продолжу закармливать и снова отойду на какое-то время. Пока рыбка на подходе к прикормке, я немного нарезал дровишек и растопил печь. Прошло около часа, и я пойду проверю, как там дела с удочкой. Не утащила ли крупная рыбина мою удочку? Сейчас проверим. Водичка прозрачная. Зимой я планирую поснимать подводную рыбалку. В смысле подледную, но с камерой под водой. Посмотреть, как будет вести себя рыба под лункой, под крючками. Очень интересно. У меня на камере есть аквабокс. Ее можно погружать до 40 метров под воду. Так, похоже здесь никого. Даже никакой окунек не соблазнился. Да, и мотыль на месте. Никто пока не подошел. Сделаю еще несколько забросов, чтобы добавить прикормку на точку. И снова пойду заготавливать дрова. Как ни странно, но зимой здесь рыбка неплохо клюет. Даже на вот этой дистанции, докуда я могу добросить. Почему-то сейчас не хочет подходить. Будем надеяться, что до вечера что-то изменится. Я уже хотел снова оставить удилище и пойти попить чаю, но заметил одну едва заметную, очень осторожную поклевку. Так что, возможно, какая-то рыбка уже подошла, поэтому посижу еще немного. К сожалению, рыбка отказалась от предложенной наживки. Но, возможно, она распробует прикормку, и ее аппетит придет во время еды. Кстати, мне тоже уже не мешало бы подкрепиться. Хотя снова только что еле заметно шевельнулся квивертип удилища. Я периодически нахожу такие старые бревнышки, поросшие мхом, и собираю мох для того, чтобы накрыть крышу. Конечно, он здесь не так часто встречается. Надеюсь, со временем я насобираю достаточное количество, чтобы полностью закрыть крышу. Вот такая вот красота потихоньку получается. Снова срывается снежок. Первый день зимы, первый снег. Символично. Ну что, прошло еще минут 40. Я в очередной раз пойду проверить свою снасть. Леска прослаблена. Может быть, что-то и клевало. Сейчас проверим. Нет, снова ничего нету.
Нет, кто-то есть. Я сегодня с уловом. Ну-ка, ну-ка. Окунек или плотвичка? Окунек. Ну вот, первый улов этой зимой. Вот кто так аккуратно клевал. Заглотил. К сожалению, отпустить тебя не получится. Ну да ладно. Теперь можно замочить садок. Рыбка поймана. Правда, он может проскочить в такую ячейку. Ладно, я его не буду даже в воду опускать. Как правило, в холодной воде при ловле на мотеля используют небольшие крючки. Но так как окунь сейчас у меня крючок откусил, и мне нужно заменить поводок, то я специально попробую поставить крючок большего размера. Возможно, рыбке будет сложнее его выплюнуть, и результативность будет лучше. Ну что, сейчас попробуем. Ну что, мотель на крючке, забиваем кормушку. И очередной заброс. У меня появляется сегодня шанс на жареху. Хотя бы пяток окуней, и можно будет поджарить. Или сварить уху. Я просидел еще минут 20, по-прежнему активного клёва нет, поэтому опять оставляю удилище и пойду займусь чем-нибудь полезным. Ветер усиливается, становится прохладно. Надо еще сильнее утепляться в плане одежды. В землянке, конечно, сейчас жарко. Я протопил, там снова градусов 30, если не больше. Пока удочка самостоятельно ловит рыбу мне на ужин, я решил немного покопать. И, как ни странно, после дождей земля хорошенько оттаяла, стала мягкой и довольно легко копается. Я хочу закидать этот угол, чтобы этот зеленый баннер уже не маячил, и немного подровнять всю эту стену. Люблю первый снег. Сразу вспоминается детство, как долго его ждешь, чтобы покататься на санках, на лыжах. Сразу становится красиво, бело. Скорее бы уже засыпало. Осталось примерно 1,5 часа светового дня, и мои шансы на ужин из жареной рыбки начинают резко падать. Вот. Поэтому закидываю удочку и иду чистить картошку. Рыбки я сегодня больше не дождался. Уж очень медленно она зимой перемещается на прикормку. И улов, скажем прямо, не рекордный. Ну, что есть, то есть. Вот такой окунек попался, он оказался с икрой. Жарить здесь, конечно, нечего. Это моему коту Найку даже было бы на один зубок. А вот небольшую миску рыбацкой похлебки вполне можно приготовить. Все ингредиенты нарезаны, вода закипела.
И практически без всякой последовательности все вместе бросаю в кипяток. Единственное, икру и лук брошу в последнюю очередь. Чтобы бульон был прозрачный, его нужно варить на очень медленном огне, чтобы еле-еле подбулькивало. И вот в таком режиме рыба с картошкой проварилась уже полчаса. И я добавляю лук, специи и икру из окуня. Вот такая уха из единственного окуня у меня получилась. Пахнет замечательно. Сейчас попробую как на вкус. На вкус тоже шикарно. Очень вкусно действительно получилось. Вы, конечно, можете сказать, что это не уха, а рыбный суп. Но по большому счету, как мне кажется, название не имеет значения. Главное, чтобы было вкусно. Так что я приступаю к ужину. Всем спасибо, кто меня смотрит. Всего доброго, до следующих встреч.